Ты сразу говори, камера 1, камера 2, куда смотреть. Ты можешь на меня смотреть. Окей, То есть, если приветственно, если тоже свое приветствие тоже хочешь Типа, сказать, да, то я смотри туда. устал, Да. я мухожук. То смотришь туда, вот это твоя камера, а вот это моя камера. Всем привет, это Панама, мы на финке Романа. Сегодня он расскажет нам, как здесь вообще оказался и как построить дом. Поехали. А для того, чтобы строить дом, желательно жить рядом с местом, где ты строишь. Поэтому мы привезли из Китая вот такой вот разборный домик. Он приехал к нам в контейнере. И его местные умельцы, матюкаясь на смеси русского и панамского, вынимали из контейнера и размещали вот здесь на площадке, которую они же подготовили. Ребята, сразу хочу предупредить, вы когда связываетесь с местными застройщиками, каждый их шаг должен контролироваться вами, иначе вы получите в результате такое, что хоть стой, хоть падай, да? То есть вот они нам сделали дорогу и подготовили участок для дома. Он сейчас потихонечку во время дождей начинает сползать в озеро, которое они же выкопали. Они сделали 16 оснований под этот дом. Из них мы стоим только на 12, потому что остальные 3 не по чертежу, и они не на месте находятся. Каждый шаг должен контролироваться. Они разгружали нам контейнер и вынимали дом, повредили крышу. О, это очень долгая история, это прям поддел лопатой мощный пласт. Не, ну давай начнем с самого начала. Откуда ты и как ты сюда попал? Я родился в 1977 году в городе Ленинград, СССР. Там родители учились, потом их перераспределили работать в Новгород, оба врачи, оба педиатры. Так что вырос я абсолютно здоровым ребенком, даже если хотел болеть, не давали. Под контролем. Да, то есть, когда мне говорят, так здорово, ты можешь, у тебя родители врачи, можешь школу прогулять, справку напишут. Конечно, именно так все и было. 2 таблетки чаю горячего и марш в школу, неважно, что там у тебя температура или что-то. Вот. До 21 года жил, учился, работал там. Потом уехал в Израиль, СССР немножко жал, сильно жал. А в медицину родители не потянули? Я потянулся с удовольствием, но, к сожалению, сделал одну ошибку, не доучился. Это еще более грустная история. Вот. Отдельно, да, ее надо вот с Димой, когда он убедит, вот тогда я ее рассказываю. Вот. Приехал в Израиль. Выучил быстренько иврит, сдал там быстренько экзамены для учебы в университете, думал продолжить с медициной, но с медициной не получилось, потому что тот вуз, в котором я учился в Новгороде, он был не признан израильской системой образования, и мой диплом никому, академическая справка никому не были нужны. Это Великий Новгород? Великий Новгород, да. Там как раз образовался на базе существующих вузов университет. Вот вузы те были признаны, а новый университет оказался непризнанным. Но ничего. А почему именно Израиль, а не другая страна? Смотри, я, честно, на тот момент немножко заигрался в политику в России. Я был сопредседателем Союза студентов вот этого вот нового университета. Вот, и мы пошли играть во взрослых, умных и дальновидных политиков, чтобы делать добро всем. В России в СССР тогда еще. Это какие года были? Это были 94, 95, 96 годы. Не нужно было, там никто не хотел, чтобы ему делали хорошо, непривычный народ был к этому, до сих пор не поверили. Вот. И тем не менее, мы полезли. Нас было много, студенчество было мощной очень силой. Вот. И мы отыграли на выборах мэра. И очень здорово там помогли действующему мэру города. И подумали, вау, какие мы классные. И на следующих выборах губернатора, тогда еще губернаторы были избирательной
а не назначаемой должностью. Мы решили вывести независимого кандидата. Ну, как мы. У нас были свои кураторы, люди, с которыми мы работали, Союз студентов. Это затратная организация. Мы привлекали какое-то финансирование, какие-то спонсоры. И вот наши спонсоры предложили нам двигать независимого кандидата. И мы Ну, это подумали, частные учреждения были, спонсоры? да, конечно, конечно. Ну, как частные. Это были так называемые градообразующие предприятия. Хлебозавод, пивной завод ДЭКа. Он, я не знаю, сейчас работает. На то время был довольно известным пивзаводом. Вот. Коммерческих структур повылезало на тот момент очень много. А мы работали со всеми. Мы работали с инвалидами, мы работали с афганцами. Очень сильная у нас была кооперация. Вот. А у афганцев, у инвалидов льготы. А под эти льготы тянулись бизнесы разные. А чтобы эти льготы оправдывать, им надо было какую-то спонсорскую помощь заявлять. А тут студенты. В общем, все вот так вот и работало. Вот. И, в общем, решили мы двигать в губернаторы кандидата не от партии власти. И на предвыборных исследованиях, да, вот пулах этих, сейчас это модное слово, пулы, да, тогда просто говорили, что у нас есть статистика, и наш кандидат очень мощно попер. Он был полковник в отставке, председатель МЧС Новгородской области. В общем, такой дядька видный, бывший вояка, его очень многие знали, на всех предприятиях он знаком, он там организовывал протоколы, вот все эти там по МЧСу, про гражданская оборона, тогда это все называлось. Вот, и он так серьезно попер. И мы получили звонок из областной администрации. Нас пригласили, нас это я и Андрей Салманов, мой друг и сопредседатель Союза студентов. Вот мы вдвоем там были у руля. Он по гуманитарной там части, а я по технической. Вот. И нас позвонили, пригласили в облком, тогда это называлось по старинке. И сказали: ребята, вы молодцы, такие классные, вы прям такую работу проделали грандиозную. Мы хотим пригласить вас в нашу команду, чтобы вы теперь работали с нами и двигали, старого доброго губернатора. А мы же такие молодые, да борзые, да гордые. В общем, подумали и отказались. Вот это была самая большая ошибка, которую я сделал в свое время в России. Потому что я, честно говоря, с самого начала, еще учебы в школе, очень мощно пер к кормушке, да, всегда там был председатель звездочки, там потом этот председатель совета отряда, дружины, потом у нас был школьный совет, я там был тоже какой-то деятель, и мы ездили на какие-то сборы молодых активистов, и там все бывшие комсомольские лидеры там готовили, знаешь, преемников ко власти. Все очень там продумано на самом деле было в Союзе. Там Что могло поменяться в тот момент? Они тогда сменили, так сказать, обложку, а учебник остался, те же методички, коммуняк, все там, ничего не могло поменяться. А до сих пор ничего не поменялось. Все по-прежнему. Не, просто ты сказал, что вот сожалеешь, вот эта ошибка. Так вот, я попер против действующего кандидата. Он шел от партии власти. И буквально в течение недели нас уже посадили в тюрьму за подделку подписных листов. Тогда ходили студенты наши по домам, собирали подписные листы в поддержку кандидата. Надо было набрать необходимый минимум, чтобы тебя зарегистрировали как кандидата на эту должность. И тут начали какие-то странные, все студенты, которые у нас работали, вдруг сказали, что мы их заставляли подделывать подписи. И т.д. и т.б. 5-10. Вот. В общем, нас заранее предупредили, что типа, ребята, готовьтесь, вас могут принять. И так случилось. Я уже был готов. 3 блока сигарет. Правда, 2 можно было только. Я не курил, но я знал, что мне понадобится. И коробку сникерсов я купил. Что-то вот первое, что в голову пришло, что пригодится. Вот, посидели мы в КПЗ с Андрюхой, нас там местные уркаганы называли политическими. Вот, оказывали всяческое поощрение, потому что, тянуть на партию власти, это прям по понятиям оказывается. Типа,
Вот. Потом был долгий суд, мы взяли очень хорошего адвоката, он нас вытянул, местный суд нас осудил, приговорил, нас исключили, были вот такие заголовки в газетах, мама на корвалоле, папа там тоже весь на нервах. Наш адвокат дотянул это до Конституционного суда. В Конституционном суде все это рассыпалось, как карточный домик. Доказательной базы не было никакой. То есть все там было высосано из пальца. Они, кстати, до сегодняшнего дня не поменяли методичку. Вот я так слышал, краем уха, в России сейчас примерно по такой же схеме убирают там опасных кандидатов. Подлог подписных листов, ничего не поменялось. А в КПЗ сколько пришлось сидеть? 1,5 недели вроде. Я 1,5 недели, Андрюха был покрепче орешек, он, по-моему, что-то почти месяц сидел. Вот, я сказал, идите вы нахер, я все про вас понял, дайте я все подпишу. Мама там действительно сидела серьезно на таблетках, очень ее подрывала эта вся история здоровья. Вот, но я на всех очень обиделся. Знаешь, как это, когда пытаешься действительно что-то сделать, а никто ничего не хочет, чтобы тебе делали. Правда никому не нужна. Вообще, знаешь, в чем сила, брат, в правде, ни херашечки. Сила там, где сила. Вот. Но у меня всегда была опция, я всегда мог уехать в Израиль. Андрюхе было посложнее, он такого варианта не имел. Вот я, в общем, имею на руках условный срок, подписку о невыезде и все такое прочее. Связался с питерским Сахнутом, я там работал какое-то время. И сказал, что хочу уехать, не могу, не выездной. И меня туристом вывезли в Финляндию, уже оттуда оформляли въездные документы в Израиль. Жил я там 3 месяца почти в семье, которая нас принимала. Нас еще, это я и еще несколько человек в такой же ситуации. Вот. И уже оттуда мы поехали в Израиль. Вот. В 98 году я приехал в Израиль. Обиженным на весь бывший совок и решивший делать счастье в другой стране. Израиль такая же страна, там тоже никому не интересно, чтобы всех делали счастливыми. Я раньше думал, что работать могут дать. И работать там не дают, и везде щемят. А в 98 году, когда ты переехал в Израиль, как тяжело было вообще устроиться на работу, найти себя? В Израиле вообще было не тяжело. В этом плане в Израиль, вообще, мне кажется, любая страна мира, нету такого тяжело устроиться на работу. Тот, кто хочет работать, тот идет и работает. Пусть там не на самые престижные какие-то должности, да, не сразу миллионы загребает, но если ты хочешь работать, если ты мужик, у тебя есть яйца и ответственность за семью, там, за свое будущее, ты идешь и находишь, где взять деньги. Знаешь, или ты работаешь, разгружаешь вагоны, или ты там в окрану, или что-то еще такое. Вот. При том, что в Израиле труд оплачивается относительно адекватно. То есть нету такого, что ты там работаешь, и ты вот на эти деньги жить не можешь в этой стране. Жить, кайфовать, может быть, вот голодным ты не останешься, и без крыши над головой ты не останешься. Мы, это группа тех людей, которые собрали и привезли в сельскохозяйственное поселение, называется кибуц. Очень мне запало в душу это вообще место. И сам принцип, что такое кибуц, это люди, которые выбрали жить от земли, что называется, работать на ней. Все, что они делают вместе, сообща. Вся прибыль, которую кибуц как организация, типа сельхозпродукция или производство какое-то, или вот в нашем кибуце, куда я попал, у них был ульпан для новых репатриантов. Ульпан – это место, где учат язык. Вот они принимали новеньких, новоприезжантов, преподавали иврит. День мы учились, день мы работали на каких-то вот там нужды кибуца. Да? Обучение было бесплатно? Обучение было бесплатное, но мы работали день. То есть мы как бы отрабатывали свое там нахождение, так или иначе. Вот. Дали нам жилье, такие временные вагончики типа этого. Но мы молодые были, нам, знаешь, было бы, так сказать, подушка под головой, а все остальное не важно. Кормили, поили, возили на экскурсии. Полгода мы вот там жили в такой синекуре. Не сильно я там выучил язык, но достаточно, чтобы как-то
изъясняться, да, то есть нет, там, твоя, моя не понимает, да, если хотел что-то сказать, я мог мысль выразить и сформировать, и понять, что мне отвечают, как бы все, и дальше нам сказали, все, молодцы, большому кораблю большое плавание, до свидания. Сколько лет в Израиле прожили? Я прожил с 98 года по 23 год. И в этот промежуток времени чего, ну, что получилось достичь? Ты знаешь, я очень неплохо устроился в Израиле. Вот прям хорошо. Действительно, это требовало каких-то определенных усилий с моей стороны, но ничего невозможного. Да? Например, я приехал туда, у меня не получилось доучиться на врача, но я неплохо сдал психометрический экзамен. Это то, без чего в Израиле тебя не принимают на высшее образование. И я поступил в самый продвинутый технологический вуз в Израиле, называется Технион. Подумал, ладно, там с медициной что у нас связано? Химия, побуду инженером-химиком. Химию я учил, будет полегче учиться. Тут я немножечко недопонял систему. Химия это была все-таки приставка к инженеру. И лепили из нас главным образом инженера. Химия была так фантик красивый, да, то есть в принципе там учили инженеров, которые могли преуспеть в любой сфере, связанной с инженерной деятельностью. Просто в химии мы углублялись там в какие-то процессы, организации химического производства, его там обслуживания и так далее. Но основная база там расчетов, все основано на математике, на законах физики и химии базовых, да, то есть ничего там, никто особого углубления в химию не делал, да, все считали как бы. Бесплатно было образование? Нет, конечно. Я в армии успел послужить до того, как я пошел учиться. В израильской армии? В израильской, да. И мне 2 года обучения платила армия. 1 год была как бы оплата напрямую, а 2-й год мне просто дали выходное пособие из армии, которое я мог потратить или на учебу, или на открытие собственного бизнеса, или на покупку жилья. Я выбрал продолжить учебу. То есть первые 2 года мне оплатила армия, а потом у меня еще была льгота, как у нового репатрианта, тоже там что-то 1,5 года. В общем, степень я закрывал практически бесплатно, но там были определенные условия, да, то есть учиться там, получать оценки не ниже там каких-то там 75, по-моему, баллов, ну, то есть 4 такая, не ниже 4. Вот, брать в семестр минимальное какое-то количество учебных единиц. Ну, в общем, какие-то там были ограничения. Вот. А вообще студенты в Израиле платят за свое обучение. Это примерно стоит 3,5-4 тысячи долларов в год. Только отдать за право учиться, посещать лекции. Плюс еще надо где-то жить. Общаги не бесплатные. Надо где-то питаться. Питание не бесплатное. Хотя надо сказать, что пытаются помочь. Есть разные организации. Американские фонды. Вот. Я там был отличником декана. Так мне какую-то стипендию повышенную платили. Там, если ты участвуешь в каких-то социальных программах, ты получаешь возможность подать на какую-то стипендию от фондов. Есть проект, называется «Перах», «Цветок» на иврите, когда студенты оказывают шефскую помощь неблагополучным подросткам и детям, там пытаются их вовлечь в какую-то там социальную жизнь и научную деятельность, ну или околонаучную. Вот. И за это ты там 2 дня в неделю вечером встречаешься с ребенком, там у тебя есть возможность получать оплату учебы, там, да, какие-то деньги на расходы, да. Okay. Но я же тоже, Вася умный, я уже к тому времени не только послужил в армии, я уже успел жениться, а на 1-м курсе Техниона я еще успел родить старшего сына. Вот, так что, как говорят, никогда не бывает вовремя для ребенка, да. Но вот самое не вовремя – это начало учебы в Технионе. Вот. Но к тому моменту меня уже
пригласили работать в Intel. И я работал там как студент, на ставке студента, в основном ночные смены. В Хайфе, там, где находится Технион, где мы жили на тот момент времени, есть огромный научно-технический исследовательский центр, и у Intel там были свои какие-то Research and Development Facilities, то, что называлось. И вот там мы двигали Intel вперед. Вот, и действительно очень мощная организация, и денег они на разработки не жалели, и нас, студентов, брали тепленькими еще из учебного заведения и лепили инженеров себе в команду, да, назовем это так, по требованиям их организации. Так что в плане финансовом мне было уже полегче, потому что интелевская зарплата для студента, который до этого на 3 работах работал, да, это прям манна небесная и очень много. В армию, то есть ты пошел добровольно, чтобы получить гражданство, для чего? Во-первых, в армию я пошел по закону. Любой гражданин Израиля военно обязанный. Мальчик, уже был девочка, гражданином? и неважно. Да, я гражданство получил еще в Финляндии. Вот когда меня оформляли на въезд в Израиль, я прошел все проверки, меня нашли евреем, достойным по закону Израиля о возвращении быть гражданином Израиля. Я приехал в Израиль и тут же в аэропорту получил гражданство Израиля. Сколько времени понадобилось? 20 минут подписать на паспорте. Там все очень налажено. Более того, я не только получил гражданство, я получил еще так называемую корзину абсорбции. Это деньги подъемные на первые полгода. Порядка там 300-400 долларов в месяц платили. Вот. Просто за то, что ты еврей, приехал на свою родину историческую. А в армию я пошел по выбору. Я мог не идти, потому что я приехал, мне был 21 год. Вот. Но поскольку я все еще там верил в какие-то там светлые схемы в плане организации устройства государства, да, то я считал, что служба в армии – это долг, особенно в Израиле, где очень много знакомств в армии приобретаешь, очень много навыков, да, необходимых в гражданской жизни. В те года женщины тоже служили? Да, до сих пор служат. До сих пор служат. Женщины военнообязаны в Израиле с момента образования государства Израиль. Армия принимала в свои ряды ЦАЛЬ, что ж у меня на футболке написано, Цава Аганали Израиль. Израиль Defense Force, то есть силы обороны Израиля, армия обороны Израиля. А как ты считаешь, вот лично твое мнение, женщины должны служить в армии? Я считаю, что да, но при этом я считаю, что каждый, кто не хочет служить в армии, он может и имеет на это право предложить государству отдать свой долг как-то альтернативно, не обязательно с оружием в руках. И в Израиле это есть, называется государственная служба, то есть в то время, когда ребята там скачут с винтовками по окопам, ты можешь работать санитаром в больнице, катать тележки там, или работать на складах обеспечения. Все равно ты свое время, ты свои годы там, жизни какие-то, энное количество отдаешь для того, чтобы понять, как эта система работает, чтобы вложить в эту систему частичку себя и потом с гордостью носить звание гражданина Израиля, да, то есть как бы, а не вот так вот приехал, на все готово, и ждешь, когда на тебя сбросят с самолета контейнер с гуманитарной помощью. Сейчас просто, почему я вот именно так это говорю, сейчас ребята, которые приезжают сейчас в Израиль, они избалованы, ну, я так это определяю. Ты вырежешь, если я скажу, как их называют израильтяне, да, но оставим это нейтрально, избалованными. То есть они приезжают и считают, что им все должны предоставить там лучшие рабочие места, адекватные зарплаты и все вообще прелести жизни. Так это я бы не сказал, что именно с Израилем это вообще мир избалован. Может быть. Я вижу это в Израиле. Здесь по нами никто не приезжает и не кричит, что мне положено, дайте. А в Израиль приезжают и кричат, понимаешь? У нас есть такое понятие тыквенный латте. Приезжают
репатрианты свеженькие. И ой, в Израиле все так плохо, даже нету тыквенного латте. Ребята, я в жизни не пробовал тыквенного латте, и, честно, меня даже не тянет. И ничего, как-то выжил без тыквенного латте, извините. Вот. Так если у тебя жизнь наладилась, то есть ты отслужил, хорошая работа, семья, почему Панама? А я тебе объясню. Вот я сижу здесь, на моей земле. Как ты уже выяснил предварительно, налогов я за это не плачу. Захотел, вырыл озеро себе. Захотел, срыл полгоры, чтобы там дом поставить. Никто меня не спрашивает, почему я это делаю, и ни у кого я не должен спрашивать разрешения. В Израиле у тебя каждый шаг, он подотчетен государству. Ты платишь налог на землю. Оставь, ты платишь налог. Чтобы купить землю, ты должен заплатить какие-то немыслимые деньги. Там, понимаешь, люди строят виллы, огромные дома на клочке земли 250 квадратных метров. Это 2,5 сотки. Сотки, да? В России 6 соток был дачный участок. Уже считается очень хорошим участок в 5 соток в Израиле. О, это большой. 10 соток. Ух ты вообще буржуй. Честно, я очень искал в Израиле, куда мне уехать из города, где мне взять землю, чтобы быть на ней каким-то подобием, да, человек, который сам решает и сам от себя зависит, да. Не нашел. Север Израиля, и, может быть, хорошо, что не нашел, потому что там, где вот я искал, за время короны очень много уехало туда. Потому что народ сидит дома. Какая разница, работать из дома в Тель-Авиве в дорогущем или за те же деньги снять себе домик на севере с землей, там, с водой и с природой. Уезжали на север, нравилось, начинали покупать земли. В Израиле все, что пользуется спросом, моментально растет в цене. Рынок там работает прям вот очень хорошо. Соответственно, все земли выросли, доступные земли для покупки выросли в цене неимоверно. Вот. И вообще недвига в Израиле – это отдельная история. Там просто очень раздуты цены, просто нереально. Окей. Ты говоришь, что ты был в поисках, в Израиле ты не нашел. Да, в Израиле не нашел. И как это Панама образовалась? И мы начали смотреть по сторонам. Черногория, Португалия, Испания, что там у нас было, Греция, Кипр. Мы очень много смотрели разных вариантов. И да даже Белоруссию я смотрел. Знаешь, батька, он вообще молодец. Он, ну, понятно, что страна там никуда не развивается. С другой стороны, ты там полностью за себя отвечаешь сам. Да? Что покушать тебе будет, как деток поднять, т.д. 5-10. Как с соседями будешь взаимоотношения строить. И как с бандитами там отбиваться, если что. Все сам, пожалуйста. В общем, собственно, бандитская составляющая немножко тормознула там в плане Белоруссии. Но, тем не менее, вот, вполне себе страна, я тебе хочу сказать, культурная, земля недорогая, ментальность знакомая, язык знакомый. Прям очень хотелось что-то вот туда. Но потом вот пошел воевать с Россией, и стало вообще как бы no-go. Вот. И Коста-Рику мы тут смотрели. Ну, понятно, Штаты, Канада, Мексика, это все изучалось и моментально отбраковывалось. Потому что во время короны всплыло очень много вещей, которые, ну, прям нехорошие. Да? В Австралию я смотрел. Австралия была одна из стран, где самые жесткие вот эти карантинные меры были. И я не знаю, я бы там не выжил. Ну, в Панаме тоже карантин был. Да какой карантин? Здесь карнавал был, а не карантин, я тебя умоляю. Тут, знаешь, дорога, вот эта двойка, есть въезд тут и выезд тут. И стояли пацаны на великах все время. Там, если кто-то ехал, там менты, армия, там, не дай бог, все тут же. Все, ребята, шухер, все в масочке, все культурно. Проверяющие уезжали, карнавал. В городе рассказывали, что не выпускали там. Еще раз, город, я не искал город. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании «Росмедицина», вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи и лечения за рубежом для русскоязычных граждан. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов.
Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известными своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию «Росмедицина». Первое. Лицензированная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Встреча или проводы в аэропорт на автомобиле реанимации. Третье. Сопровождение психологом, владеющим 3 языками. Английский, русский, испанский. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги с опытом реконструктивных операций. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов, компенсация расходов и скидки на авиаперелеты. Если вы нуждаетесь в медицинской помощи за границей, доверитесь компании «Росмедицина». Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Вот у меня друзья в Канаде, у них ферма, вообще не город. На ферму есть какая-то планка, да, там им можно 1500 курей держать. Приехала комиссия, посчитала, 1506 курей насчитали. Всех под нож, ферму закрыли, лицензию отобрали, все, до свидания. Ну как так? Нормально? Ты ж, ну что, ты там не сильно там ты с этих 1500 курей и лишние 6 нажился, да, там не сильно обманул кого-то. Там, ну, иди пересчитай 1500 курей. Там плюс-минус 10%, по-моему, вообще не определить. Может, их на вес. Я вообще проверял там визуально. Да. Вот пересчитали поголовно, понимаешь? И вот сейчас просятся ребята к нам в проект, говорят, хотим. Вот. Но не могут продать ферму, уехать не могут. Окей. А что за проект у вас? Проект у нас. В общем, смотрели. От Коста-Рики тут до Панамы уже и доплюнуть можно. И кто-то из участников всех этих израильских групп во время дебат предложил Панаму. А что такое Панама? Я даже там, знаешь, ну, где Панамский канал я знал, да, отрыжка образования. А вот все остальное, как бы, вообще ничего не знал, да. Ну, есть и есть Панама. Супруга моя бывшая, мы тогда еще не были разведены. Она ушла в духовность, она обобщается со звездами, вселенной. И вот кто-то ей там шепнул: проверь Панаму. И она сказала: хорошо, ты уже достал, иди проверь. Сказала в декабре 22 года. 3 января 23 года я уже был в самолете в Панаму. С Димой, еще одним парнишкой. Мы приехали сюда посмотреть, что такое Панама. И охренели. Первые 3 дня в Панама-Сити, которые мы провели, мы плевались. Друг друга, в Диму в основном, он там ходил. И мы искали машину купить, чтобы сюда уже приехать, в эти края, на своей машине. Увидели те же арабские перекупщики, которые жульничают с машинами. Увидели этот убитый тошнотворный автопарк и подумали, куда ты нас привез, Сусанин, да? С Димой интервью будет по ссылке в описании. Вот. И когда мы уже сказали, ну все, мы машины не найдем, поехали, взяли такси и стали отъезжать от Панама-Сити. Первые 1,5 часа дороги у нас прям, знаешь, отвисала челюсть уже до какого-то физического ограничения, да, уже ниже не могло оно отвиснуть. И глаза вот так вот, потому что вдруг из этих вот городских джунглей мы попадали в джунгли натуральные, да, там мы видели обезьян, которые дорогу перебегали, все вокруг зеленое, все вокруг цветущее. И на фоне израильской растительности, которая в таком же примерно климате, только без воды, она достаточно чахлая. Вот, и основные цвета желто-серые, да, почему футболка такая, потому что прятаться легче. Вот, то тут оттенки зеленого были совершенно другие. И мы реально, как бы, вот у нас все такое: вау, куда мы попали, что-то вот, предчувствие какое-то, чего-то грандиозного, меня, по крайней мере, томило. Вот, и мы приехали сюда, приехали ночью. Темнота, ничего не понятно, ничего не видно. Заселились в домик, который был переделан из школьного автобуса, на ферму к знакомым, которым мы познакомились через интернет. Вот. И утром
Ну, представляешь, там автобус, да, ни кондиционера, ничего нету, да, там я спал на каком-то диванчике в салоне, у меня там ноги свисали, голова свисала, зрелище не для слабонервных, плюс нас там кушали комары ночью, потому что сеток на автобусе нету, окна открыты, иначе задохнешься, в общем, приехали 3 тушки ночью куда непонятно куда, и в первую же ночь были сожраны, растерзаны местными насекомыми. Я был уверен, что если было бы чуть полегче, меня бы вынесли ночью там через автобуса эти же насекомые, да, и где-нибудь там сожрали. Но вот. Тем не менее, в 4 утра примерно, в 4:30 мы проснулись от того, что нет джетлэг, ничего подобного. Тупо орали обезьяны. Причем нам никто не сказал, что это орут обезьяны, а слышалось оно, как будто там сношаются динозавры, как минимум. Понимаешь? Вот мы такие, что происходит? Вот. Под этим замесом уже встретили рассвет, и вдруг офигели. Поняли, что мы очутились в долине. Вокруг зеленые абсолютно горы, рассвет сумасшедший. В общем, я уже тогда начал влюбляться в Панаму. Вот. И мы пожили здесь немножко, познакомились с людьми, посмотрели на возможные варианты покупки. Мы съездили в Давид. В общем, посмотрели, где еще какие варианты у нас тут есть. И вернулись сюда. И приехали, нашли эту ферму на продажу. Мы когда с Димой вот сюда приехали, поднялись туда на горку, а поднимались мы на эту горку в сопровождении хозяина этой фермы, дедуля, ему там хорошо за 80. Маленький, дрожащий, он как стеганул в гору пешком, я за ним не мог угнаться. И Дима тоже. Я не показатель, я на то время был еще 20 килограмм к сегодняшнему. Вот. И абсолютно, да, то есть дайте мне машину, я заеду пешком, извините. Вот. И мы так переглянулись и посмотрели, вот это нам подойдет, это вот дома, это наше. Вот. И мы закрыли сделку. И это было в январе, я напомню, да, и до августа месяца нам ее оформляли, вписывали нас в реестр, мы искали там наших друзей, которые хотят присоединиться к нашему проекту. В общем, в конце концов, в наше владение оказалось 18 гектаров земли здесь. Это 180 тысяч квадратных метров. В принципе, тут хватит для всего. В общем, китайцы слепили нам вот такой вот чудесный домик. В чем его преимущество? Он приехал уже готовым. Он приехал, мы выгрузили его из контейнера, опустили в сторону вот это крыло, подняли вот эту стену, подняли крышу, выдвинули боковушки, все, домик готов. То же самое с другой стороны. И вот, чтобы у вас не было никаких 12 метров в длину, и почти 7 в ширину. Вот так получается почти 80 квадратных метров жилой площади за 3 дня. Мы подключили здесь воду из колодца. Вот у нас насос с фильтром. Вот у нас подсоединена наша канализация там под домиком. Электричество подведено. И мы хотим сделать большую над ним крышу, чтобы здесь была веранда с видом на озеро. Озеро мы взяли естественное водохранилище, чуть-чуть углубили. И вот не ошиблось, оно наполняется во время дождей. Там будет островок для детей, уже качели висят. А вот здесь вот у нас спряталась система очистки канализации. Что это для Панамы очень не характерно. Они все тут привыкли копать выгребную яму, которая в конце концов просачивается в подземные воды и приходит к колодцу. Все, как говорится, где живем, там и гадим. Меня это дико не устраивало, поэтому я нашел в Израиле систему, которая называется водяной гномик. Она берет все то, что мы производим, живя в этом доме, и перерабатывает. Там живут морские водоросли и бактерии.
Они все это перерабатывают, и этим можно поливать. У меня это идет прямо в бассейн, где мы будем плавать и купаться, где будут мои детки купаться, и уточки, и рыбки. И вода абсолютно чистая, и пить ее еще рано, но она буквально вот в таком вот шаге от этого. Соответствует всем самым строгим стандартам Израиля, и они еще выше, чем мировые. Вот, возможно, в Панаме это будет кому-то интересно, мы очень надеемся, потому что это серьезный апгрейд местным системам. Озеро, вот мы тут придали ему такую геометрию интересную. Все будет чиститься, все будет, вода будет прозрачная, естественно. А вверх по этому оврагу у нас будет зона для туристов, будут стоять домики. Маленькие, кругленькие, очень симпатичные. А какой проект вы предлагаете? Да, мы предлагаем проект. Вот я говорил, что я влюбился в израильскую схему, кибуц называлась, когда все вместе живут на своей земле и делают общее дело. Вот у нас тоже мы хотим поднять здесь сельскохозяйственный кооператив. Что такое сельскохозяйственный кооператив? Это значит, что земля, которая здесь выкуплена людьми, участниками нашего проекта, 50% земли остается в его личное пользование. Он там может рыть бассейны, строить дома, делать вертолетные площадки, все что угодно. А вторая половина земли идет на сельскохозяйственные нужды. И абсолютно наш участок этому соответствует. У нас есть холмистый такой райончик и есть очень плоский район. Как раз холмы очень хороши для того, чтобы на них поставить домики. А ровное место мы будем использовать под теплицы, под скотинку какую-то. Вот мы уже 3 пруда здесь у нас есть новые. Вот. Будут тут и рыбы, и курочки, и уточки, и все что угодно. Но в основном это как бы основная идея, чтобы мы пришли к какой-то независимости, чтобы мы кушали то, что мы выращиваем, чтобы мы пили воду, которая у нас тут есть, чудесная вода из колодца, Аквабуэна, приезжайте, вода действительно отвал башки. Вот. Со временем мы придем к энергетической независимости, у нас тут текут реки, у нас тут достаточно много солнца. Интернет? Интернет вот нам уже дал товарищ Илон, спасибо. Вот. И все. И мы, в принципе, будем тут более-менее общиной, которая живет на самообеспечении. Вопрос. Вот это вот идея. Сразу. Да. А как с медициной быть? Ну, во-первых, мы не собираемся болеть. Это раз. Во-вторых, здесь рядышком есть город Танаси, 15 минут. Там есть ближайшая больница. Есть Лас-Таблас, есть Сантьяго. Есть, в конце концов, вертолет и Панама-Сити, если уж совсем что-то будет нехорошее. Вот. Но вообще не болеть. Ребята, не болеть. Здесь природа, здесь здоровая пища. Я приехал, я ничего не делал, я не тренируюсь здесь, я не худею, не морю себя голодом, а скорее наоборот. Я живу здесь, дышу полной грудью, я похудел на 20 килограмм. За 3 последних месяца. Вот реально ничего для этого специально не делаю. Ну, вру, может быть, чуть больше, да. Я приехал в феврале в конце, ну, 4 месяца уже, да, надо взвеситься, может, еще скинул. Реально здесь дышится. Я, когда прилетел в Панаму, я привез с собой аппарат СИПАП, да, я храпел жутко. Я не мог спать, у меня останавливалось дыхание. Я сплю уже без этого аппарата почти 2 месяца и вообще без никаких проблем. То есть, как бы... Очень, мне кажется, влияет на нас именно качество воды. Вода чистейшая, без примесей, ни хлора, ни флора, ничего там не намешано. И ты знаешь, прям чувствуешь, что организм очищается от всего. Да, там, то есть, как бы, ну, не знаю, вымывается все лишнее. Да, то есть я стал сны видеть. Я, может, и раньше видел, но не помнил ни черта. А тут я сны, мне снятся сны, причем сны объективно вещи, понимаешь? То есть у меня где-то там в голове освобождается информация, которая, может быть, где-то лежала там на затворках сознания, но в жизни я не думал, что, как бы, что она у меня там есть, да? И, например, вот я знаю, чем мы будем тут засевать нашу землю. Это мне приснилось. Приснилось, есть такое растение, оно называется индейский хлеб.
знать не знал вообще о нем, в жизни не ел. Когда проснулся, у меня в голове было уже название этого, это злак, да, этого злака. Я полез в интернет, смотрю, самое высокое содержание селена. Съедобно все, корни, стебли, листья, цветы, зерна, вот эти вот все. Я как бы в жизни, и оно местное, оно предназначено для этого климата, оно умеет справляться с местными вредителями. Оно растет само, там ничего не надо с ним особо, оно агрессивное, то есть оно занимает, вытесняет все сорняки и прочее, да. И индейцы в свое время жили этим, они собирали зернышки, делали из них хлеб. А приходилось сталкиваться с медициной? Здесь, в Панаме, тьфу-тьфу-тьфу, не приходилось. Но слышал только положительные какие-то моменты. Про отрицательные никто ничего не говорит. Единственное, что Дима жалуется, что его капли, у него глаукома, прям очень дорогие, какие-то экстремально дорогие, там что-то, прям, по-моему, дороже золота, если на вес перевести. У тебя есть опыт в России, в Израиле и в Панаме. Как ты считаешь, менталитет панамский, насколько он отличается? Я считаю, что в Панаме живут очень своеобразные и очень интересные люди. Я когда приехал сюда, я думал, блин, господи, куда? Как будто на машине времени отъехал вот какое-то прошлое непонятное, да? Они как ждали здесь пришельцев на больших белых кораблях, так вот они и ждут чего-то. И сидят, и без амбиций, абсолютно у них там нету никаких там запросов, они не конкурентные, они какие-то вот... А потом я что-то смотрю и понимаю, дом у него есть какой-никакой, крыша над головой. Не тот уровень, что я ищу, но для него, для панамца вполне достаточный. Там у него вот на заднем дворе растут бананы, вот у него там банговое дерево, вот у него авокадо. Вот у него там вышел, там он что-нибудь сожрет обязательно, да. То есть дети у него голодными не будут, как ни крути. Какие-то курочки ходят, яйки там, все. То есть они живут от природы. Ему не надо задумываться, боже, чем мне кормить от зарплаты людей. Поэтому он может выбирать для себя. Хочет он сегодня работать, он идет на работу. Не хочет, он идет в местный магазин, покупает 6 пива и с утра начинает вместо работы уже. И я такой думаю, господи, что за люди, как... А потом я думаю, блин, слушай, а может быть это я, знаешь, а куда я бегу? Че я, куда я тороплюсь? Вот, может быть, они уже там, знаешь, анекдот там был какой-то, да, типа там миллионер какого-то хипаря на пляже поймал и говорит, что ты молодой мужик, ты можешь работать, ты можешь двигаться. А тот говорит такой, ну уже, а зачем? Ну как, чтобы там, вот, там, чтобы иметь возможность вот, быть на море, там, отдыхать. Так я уже на море отдыхаю, что ты хочешь от меня? Вот они уже отдыхают здесь, понимаешь? А я все еще куда-то бегу. Я думаю, может быть, это я дурачок, а не они. Знаешь, как это? Я шовинистский, конечно, да, я говорю, что они еще с пальмы там слезли недавно, у них не развелись те области мозга, там, они действительно трудно что-то запоминают, новое что-то для них очень сложно заходит. Вот. И я там такой, о, что за люди там, мы тут всех победим. А потом я смотрю, я таким же становлюсь сейчас тоже. Я уже понимаю, что вот я к чему-то пришел, вода у меня в колодце, электричество, там, интернет, все, покушать что-то. Не надо никуда бежать. Не надо. Вот зачем вот эта вся лишняя суета? Молодцы панамцы, научили. При этом, как бы, вот та же история с шахтами, с этими. Как один, встали, вышли, страна к чертям, ничего не работает, бензина нету, еды нету. Всем пофиг, у них есть цель. Это очень классно, на самом деле. С одной стороны, я понимаю, почему. Им терять нечего особо, да, то есть, как бы, ну, это те, кто уже жирка нажил, кому там есть что терять, они начинают суетиться, вот, а что будет, а зачем, куда. И поэтому все развитые цивилизации сейчас дают позиции, потому что им всем есть что потерять. А приходят молодые, голодные, зубастые, да, Европа уже вся черная. Потому что им терять нечего, а европейцам есть чего. Вот они сидят на жопе ровно, а те их уже победили. Они еще не знают. В всех больших городах, по статистике, больше иммигрантов, чем коренного населения. Все, революция свершилась, Европы нету. Рождественские базары, деревья, забудь.
Ни о чем. Запретят все. Рекомендации какие дашь вновь прибывшим, которые хотят и думают про Панаму? Ребята, приезжайте быстрее с бабками, выгребайте все заначки. Деньги скоро кончатся, а вы здесь их можете вложить реально в кусок земли, который будет вас, ваших детей и внуков поить, кормить, и никто к вам не приедет и не скажет, что тут делать. Все будет зависеть только от вас, от вашей воли, от вашей фантазии. Приезжайте, потому что потом может быть уже поздно. Помните, как в корону все сидели, никто никуда не ездил. К этому все идет, к сожалению. Вот такой призыв к действию от Романа. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.